Добрый день всем. У нас сегодня очень интересный форум «Экономика и право в цифровую эпоху». Меня часто называют бизнесменом из 90-х. На самом деле я хочу вам сказать, что бизнесмены из 90-х очень любят считать. Потому что те, кто не умели считать, их уже просто нету. Вот я первую систему управленческого учета у себя в группе компаний «Экоофис» внедрил в начале 90-х. Когда об этом еще мало вообще кто даже знал. Поэтому мы за цифру, мы за новые технологии. Мир меняется на глазах. Вот моя любимая коммерческая недвижимость, сейчас практически никому не нужна. В Москве торговые центры сносят, на их месте строят жилье, офисы уходят на удаленку, и я уже за последние 2 года ни разу не был в центральном офисе, я не шучу. Ни разу не был в центральном офисе. Все необходимые совещания провожу по телефону, по скайпу, по зуму или на объектах. И уверен, что многие из вас также. И поэтому для меня, как одного из крупных владельцев коммерческой недвижимости, наступает какая-то страшная эпоха. В торговых центрах покупателей все меньше. А что там делать? Пришел я в магазин купить себе ботинки. Там будет, наверное, 10-15, которые мне подойдут. А в интернет-магазине их сотни тысяч. Сделал фильтр, выбрал любой, тебе привезли, размер не подошел, привезли другой. И это происходит постоянно. И поэтому я сейчас, например, очень серьезно смотрю на то, чтобы поменять вектор направления своего бизнеса. Вот я активно смотрю возможности и покупаю землю в Московской области, чтобы создавать такие большие, огромные парки развлечений и так далее. Потому что, с моей точки зрения, прокатиться на каком-то аттракционе в интернете не получится. Несмотря на то, что VR-технологии развиваются, но все равно этого ощущения не даст. Для того, чтобы поплавать в воде, в бассейне, видишь, кто-то со мной согласен, нужно, в интернете не поплаваете. И поэтому вы, предприниматели, главная мощь нашей страны, будущее нашей страны, сейчас должны задуматься о том, что с вашим бизнесом будет в будущем. И у нас сегодня потрясающие спикеры, которые ответят на любой ваш вопрос. Я попросил поспорить, может даже немножко подраться, потому что, согласитесь, когда каждый рассказывает правильные вещи, это скучно наблюдать. А когда спикеры начинают спорить, кричать друг на друга, а ты кто такой, это интересно за этим наблюдать. Давайте поаплодируем нашим спикерам, а я вам представлю. Юрий Иванович Грибанов, руководитель НОЦ «Цифра» Санкт-Петербургского государственного экономического университета, доктор экономических наук. Никита Александрович Арапетов, финансовый директор «Бургер Кинг». Антон Анатольевич Есин, сооснователь группы компаний «Инкарнет», российский производитель электронного оборудования, выпускник механико-математического факультета МГУ. Давайте, Юрий Иванович, давайте с вас начнем, вы у нас в центре. Цель сегодняшнего моей презентации действительно поговорить о цифровой экономике и о реальных деньгах. Потому что я человек приземленный, с одной стороны ученый, с другой стороны предприниматель, с третьей стороны управленец профессиональный. Поэтому я хотел бы именно говорить о цифровой экономике и где там реальные деньги, где их можно заработать. Итак, вопросы, которые мне часто задают: что же такое цифровая экономика? Что это такое? С чем это едят? Где мое место в этой цифровой экономике? Если там, допустим, человек торгует мебелью, здесь у нас представители фастфуда находятся, да? Где мое место здесь? Почему я должен вообще в принципе тратить деньги на какую-то цифровизацию? И на эти вопросы я сегодня постараюсь ответить. Итак,
с первого вопроса. Что же такое цифровая экономика? Цифровая экономика – это новая система управления всеми ресурсами всех хозяйствующих субъектов с помощью интеллектуальных вычислительных систем цифровых платформ. Ключевые слова – новая система управления. Целью цифровой экономики является управление всеми ресурсами, абсолютно всеми. Инструментом является цифровая платформа. Данное определение я считаю наиболее правдивым. Почему? Потому что я ее написал в своей докторской диссертации. Поэтому я как бы стою именно на этом определении. Потому что если мы глянем на все определения, которые идет в Википедии, транснациональные компании, наше правительство, то, о чем говорит, они все говорят о технологиях. Но технологии это просто инструменты. А я говорю про систему управления. Потому что как предприниматель, как управленец, я всегда считаю, мое твердое убеждение, что управленец получает тот результат, под который настроена система компании. И тот бардак, в котором мы живем, в той нищете, абсолютное большинство россиян живет, это система управления. Но не будем здесь говорить про политику. Итак, если вы не идете не по пути цифровой трансформации, то, как здесь вот на слайде показан больной, вы пока еще здесь, пока, но вас скоро здесь уже не будет, если вы не примете конкретных мер. Именно конкретных мер. Не пойдете по пути цифровой трансформации. На примере таких компаний, монстров, как Kodak. 95-й год, когда было сформулировано первое понятие цифровой экономики. Вот, именно в 95-м году. Компания Kodak обработала 500 миллионов фотопленок за 1 год. Они тоже думали, где цифровые технологии, где мы. Вот ведь фотографии это в первую очередь химия, оптика, сложное оборудование. На сегодняшний день нет установок Kodak. Нигде. Раньше их было очень много. В любые там бизнес-центры заходишь, магазины крупные, там всегда стояли проявочные станции, еще что-либо, куда мы сдавали пленки. Ну, такие компании, как Facebook, Instagram, Pinterest, загружают миллиард фотографий на сегодняшний день в 1 день. Миллиард. Это фантастические цифры. То же самое, если мы возьмем сферу Нарека. Я останавливаться не буду здесь. Мы все пользуемся букингом и другими приложениями. И мы это видим вокруг себя. То же самое, уже хрестоматийный случай, это таксопарки. Вот. Автобусные парки, они пока еще живы, они пока еще здесь за счет государственной поддержки. Вот. Ну, по крайней мере, у нас в Российской Федерации. И не съедены Блаблакаром. Ну, это тоже ненадолго. То же самое, если мы возьмем там книжные издательства. Да, книги покупают. Лично я покупаю книги, потому что мне нужно, чтобы она была живая. Именно живая. Мне приятно читать книгу. Делать пометки какие-либо. Но я смотрю на молодежь, подрастающее поколение, они все в смартфонах либо в планшетах. То есть это тоже умирает, к сожалению. Далее. Для таких игроков, как Uber, Amazon, Facebook, придуман специальный термин – экспоненциальная организация. Рэй Курцвелл и компания, вот, они именно первые дали такое определение – экспоненциальная организация. Если посмотрим определение из Википедии, что же такое экспоненциальная организация, коротко ЭКСО, да? Это организация, которая оказывает несоизмеримо большее воздействие или либо обладает несоизмеримо большей продуктивностью по сравнению с другими аналогичными организациями. Это определение Википедии. Суть в чем?
экспоненциальной организации, она работает по второму закону Ньютона. Чем меньше масса, но больше ускорения, да, тем больше сила приложения. Мы все знаем второй закон Ньютона. И самое интересное, что такое масса? Это ресурсы компании, да, это масса, да, а ускорение это автоматизация. И вместе мы получаем экспоненциальную организацию. И главная здесь тема, что они подходят к бизнесу не что делать, да, там говорится, а как делать. Они парадигму как полностью изменили. Абсолютно все. Как они это делают? Ну, первое, что мы наблюдаем, они никогда не ошибаются. Вот. Они не выпустят на рынок продукт, который никому не будет нужен. То есть они никогда не выпустят такой продукт. Они знают абсолютно все про конкурентов. Они никогда не опаздывают. Как это им удается? Вон. Конечно, если обратиться к консалтингу с мировым именем, да, там, в первую четверку, да, и заплатите им денег, они будут рассказывать про технологии. И не только про технологии, такие как большие данные, интернет вещей, там, блокчейн, роботы и так далее. Они только будут говорить про технологии. Я же совершенно бесплатно говорю другой ответ. Нет. Да, технологии играют ключевую роль. Главное здесь именно система управления. И в сегодняшней презентации я некоторые моменты приподниму. Итак, как они себя страхуют от ошибок? Самое главное – это сквозные бизнес-процессы. Абсолютно сквозные бизнес-процессы. Мы все видим мобильное приложение Яндекс Такси, например, да, там Uber. Мы видим только приложение, но никогда многие из вас не задумываются, а что же за этим красивым приложением стоит, удобным, таким как, допустим, есть там Тинькофф банк, Райфайзен, Сбербанк. Удобные мобильные приложения, мы все ими пользуемся, того либо иного банка, все мы пользуемся такси, но это абсолютно четко смоделированная модель, описанная в конкретных алгоритмах, бесшовных алгоритмов, которые заставляют, соединяют и заставляют всех людей двигаться. Вот самое главное, это сквозные бизнес-процессы. И я всегда говорю, что новая парадигма управления в цифровую экономику, когда главное не лидерские качества получаются, а главное получается во главу выходят именно управленцы алгоритмики, те люди, которые могут создать виртуальную модель сквозных бизнес-процессов. Как они управляют рисками? Они полностью мониторят всю внешнюю среду и учитывают ее влияние на все бизнес-процессы. Если мы нарисуем замкнутую модель управления, классическую, мы видим объект управления, субъект управления, управляющее воздействие, результат, обратная связь и так далее. Но если мы нарисуем идеальную модель, например, как это достаточно общей теории управления, из концепции общественной безопасности, там, я считаю, это наиболее грамотная модель управления сформулирована, но там 2 пунктов только еще не хватает, то мы увидим множество факторов. И экспоненциальные организации и все это учитывают. Они именно эту модель закладывают в алгоритмы.
И поэтому они видят всю внешнюю среду. И дальше по 7 функциям управления, мы на этом не будем останавливаться, это тема отдельного, как говорится, доклада. Вот, они приходят к конкретному результату. И это очень здорово. Почему они всегда делают все вовремя? Да потому что там исключен человеческий фактор. И именно исключение человеческого фактора, исключение ошибки, все делает алгоритм. Это называют искусственным интеллектом. В Академии наук я посмел выступить в то, что идет подмена понятия искусственного интеллекта. Да? На самом деле это просто экспертная система. Нет понятия, это не искусственный интеллект, это экспертная система. Есть возможность, это опять отвлечение, да, построить искусственный разум, но здесь мы тогда за основу. Такие мозги, конечно, как Перельман, в состоянии решить эту задачу, Перельман, Фридман, вот, решить эту задачу. Это искусственный разум, но в базисе должно быть, чтобы вы думали, 1024 букв про языка нашего. Но мы тоже, это отдельная тема. Итак, почему они делают все вовремя? Потому что у них все идет по плану, там нет человеческого фактора. За счет чего-то получается. А, кстати, здесь презентация не та. Ну ладно. Тут нет ключевого слова. Что дает цифровизация? Она дает единственное понятие, это прозрачность. Именно прозрачность. Прозрачность это складывается из сквозных бизнес-процессов, мониторинга внешней среды, исключения человеческого фактора. И поэтому не важно, чем вы занимаетесь, важно как. Причем это совершенно не важно, какой бизнес, машиностроение, ритейл, там, частный предприниматель по оказанию каких-либо услуг. Абсолютно не важно. Главное, как вы это делаете. Вот это самое главное. Ну и на последний вопрос, то, что я хотел ответить, да, почему я должен тратить деньги на цифровую трансформацию? Потому что это единственный шанс преуспеть сегодня. Либо ты становишься экспоненциальной организацией, либо тебя просто вытесняет на обочину бизнеса. И это правда. И никуда мы от этого не денемся. Поэтому вспоминаем слайд с больным. Вы пока еще на этом свете, но за короткий период времени все может измениться в обратную сторону. Итак, ну, в качестве там рекламы, я не мог мимо этого пройти, да. Мы знаем как, моя команда знает как войти в цифровую эпоху. И мы отвечаем всегда за результат. У нас 3 составляющие. Результат проекта мы четко говорим, сроки проекта и бюджет проекта. И мы готовы провести данную работу. И ремарка там, то, что мы деньги всегда берем, когда все эти 3 параметра сходятся. Итак, я закончил презентацию, я специально сократил ее, презентацию, чтобы не засорять ваш мозг, потому что я всегда за интерактивное общение. И те 10 минут, которые у меня остались, я думаю, Андрей, возражать не будете, вот, я готов ответить на вопросы. Юрий Иванович, вы гений. Благодарю вас еще раз, пожалуйста. Я хочу вам сказать, что просто так докторов экономических наук не дают. Во всяком случае, в нашей стране точно. Вот для меня очень важно вот это было понять, потому что полностью совпадает с моими взглядами. Я, многие знают, недавно стал одним из крупных акционеров такой компании, как Fix Price. Написал для них мощнейшую программу. Вот сейчас взаимодействую с руководством, с собственниками этой компании. Потому что вроде такое
скучное, унылое, фикс-прайс, 5000 магазинов самых дешевых товаров. Ну как вы считаете, можно ее сделать экспоненциальную кампанию, взяв это за основу и сделав мощный прорыв куда-то в будущее, чтобы она не осталась как кодек у нас в памяти? Вот был такой фикс-прайс с такими дешевыми магазинами, и их уже нету. Можно это сделать? Конечно. Конечно, не просто можно, а нужно это сделать. Сергей Ломакин, ты слышишь, это можно сделать. Однозначно, я здесь полностью поддерживаю и отвечаю за свои слова. Это нужно делать, потому что, по большому счету, мы, предпринимательский класс, никому не нужны. Мы вступили в эпоху госкапитализма, как ни крути. Потому что более 70% оборота все равно дает госсектор, госкорпорации и госсектор, да. И не за горами тот момент, когда бизнесу будет уже меньше 20%. Поэтому мы вынуждены все равно выживать. Юрий Иванович, вы очень правильно сделали замечание. В Америке 70% трудоспособного населения работают в малом бизнесе. У нас только 20%. А я считаю, что как раз движущая сила России, движущая сила реформ, это как раз малый бизнес. Это главное. Это не обсуждается. Ведь еще Макиавелли сказал, что самая лучшая крепость, если она выстроена на любви народа. Это самая мощная крепость. А что такое малый и средний бизнес? Это средний класс. А его у нас нет. У нас идет мощнейшее размытие в этом плане. Мы опять в политику ушли, потому что экономика это концентрированное выражение, то есть политика это концентрированное выражение экономики. Это не я сказал, это либо Карл Маркс, либо Ленин. Мы же с вами пытаемся спасти власть и сделать ее лучше. Мы подсказываем рецепты, как сделать, чтобы каждый гражданин нашей страны был богатым и жил счастливо. Для этого есть множество инструментов, кстати, разработанная нашим коллективом метасистема упреждающего управления экономикой, где я пытаюсь донести до власти, как моментально вводить деньги, то есть заплатил за литр бензина и моментально в экономику вливается, грубо говоря, от 50 рублей, 20 рублей тут же снова вливается в экономику. И мы это показываем, механизмы, но, к сожалению, пока безрезультатно. Не могу похвастаться здесь результатами. Но, как бывший офицер, вижу цель, не вижу препятствий. Работаем дальше. Я хочу сказать, что если бы в Советском Союзе Юрия Ивановича призвали бы, да, и вот смотрите, из-за чего разрушился Советский Союз. Там было, понятно, огромное количество противоречий, но я прекрасно помню, когда купить «Жигули» можно было бы по цене в 2 раза дороже рынка. Ну, условного, государственной цены, да? Когда за мебелью люди стояли годами в очереди. Когда колбасу копченую можно было взять, только если ты знал директора магазина. И даже я помню прекрасно, это уже при Горбачеве, табачные бунты, когда у нас там у метро Автозаводская, райком партии перегораживали рабочие ЗИЛы, потому что нечего было курить людям. Вот если бы вы все просчитали, сколько нужно, может, не один завод вас надо было построить, а 10. Значит, табачных фабрик побольше. И Советский Союз, может, как Китай, сейчас жил бы, и мы бы жили в другой стране бы. А здесь, кстати, великий ученый Николай Ведута, его дочь Елена Николаевна Ведута сейчас в МГУ работает, именно создали модель кибернетического межотраслевого баланса. К сожалению, он не был принят ЦК КПСС, не был принят, потому что это бы изменило бы ход истории, и мы сейчас жили бы, наверное, в другой стране. И самое главное, второй момент, было нарушено, чтобы экономика развивалась грамотно, красиво и была мощной. Вот. Необходимо соблюсти 4 вида собственности. Личная собственность, частная собственность, общественная и государственная. Это должен быть четкий баланс. К сожалению, там было уничтожено, после Сталина была уничтожена частная собственность. Что бы ни говорили про Сталина, а частная собственность, артели, они давали, вдумайтесь,
38% ВВП. 38%. Я был в шоке от этого. А сейчас цифровая экономика. Я не зря дал определение, потому что это ключевое определение. Почему? Идет покушение на частную, то есть не на частную, а на личную собственность. Когда подрастающего, неокрепшего поколения ему формируют систему ценностей, систему взглядов, принципов. Потому что не мы управляем своей жизнью, а наши принципы, заложенные в нас, управляют нашей жизнью. Вот где проблема. Но ее можно поставить, чуть-чуть изменив алгоритмы, например, система социального рейтинга Китая, где она направлена на то, чтобы там штрафовать, там, наказывать, там, ограничивать. А чуть-чуть изменив алгоритм, систему социального рейтинга, человека можно, наоборот, поднимать. И сейчас мы находимся в той точке, либо мы скатимся, как сказала Наталья Касперская, в цифровое рабство, в цифровой концлагерь, да? Нет, определение я от нее впервые услышал, не знаю, кто сказал, но я услышал от нее. Я не люблю чужие мысли присваивать, поэтому всегда цитирую то, где что услышал. Вот, либо мы будем действительно развиваться, идти вперед. Не зря же, как говорит, человек создан по образу и подобию Божьему. И одна из моих работ называется «Звонок Богу». Вот. То, что Рэй Курцвелл сказал, то, что нас ждет экспоненциальный рост, я терпеть не могу, скажем так, англосаксов, да, но это единственный человек, которого я уважаю, потому что те прогнозы, которые он дает, выразиться так хочется по-армейски, да, совпадают у него всегда. И то, что он дает прогноз, то, что экспоненциальный рост технологически начнется в 2029 году, я это вижу. А представьте, цели нашего правительства до 30 года, то есть мы уже сейчас, ставя цели на 30 год, мы уже проиграли. Уже проиграли в глобальной гонке, потому что прежде чем начнется экспоненциальный рост технологический, должен быть экспоненциальный рост экономический. И главное, понять роль и место человека в новом гибридном мире. Юрий Иванович, вот вы сказали, что Политбюро СССР не услышал академика Ведуту, и отчасти, возможно, крах Советского Союза и был предопределен. А наше Политбюро вас слышит? Нет. Мало того, после моего выступления в Госдуме меня зачистили всех списков экспертов. Сказали, чтобы этого лысого сюда не пускать. Я вам дам совет, чтобы вас услышали, вступайте в общероссийское движение предпринимателей, куда уже вступило более 400 тысяч человек, и каждый день вступает 1000, 2, 3. И я вам обещаю, что нас услышат. Потому что мы с вами, я четко вижу, патриоты России и переживаем за будущее нашей страны. Спасибо. Хочется узнать, а есть микрофон в зале? Как я привык, чтобы есть, да? Так, микрофона в зале, оказывается, нету все-таки. Потому что вопросы, конечно, знаете, мощные. Я понимаю, что вы очень контурно и точечно, да, потому что в силу отсутствия большого количества времени обозначено, но это мощнейшие серьезные проблемы. Так, кто хочет? Да, пожалуйста. Добрый день, Липатова Наэля. Юрий Иванович, очень хорошее выступление, спасибо большое. Я как тот человек, который не в цифровизации, так как являюсь издателем журнала печатного, вот хотела бы и вопрос задать вам как ученому. Бизнес-процессы, цифровизация, все хорошо, но все это строится на умах людей. Ну, нельзя выстроить там тот же бизнес-процесс технологический в банковской системе, не имея знаний, опыта, навыков работы в банковской системе.
Как вы думаете, подход обучения нынешних студентов, он соответствует вот этому уходу, трансформации бизнес-системы, экономики в цифровую эпоху и так далее? Достаточно ли подготовка студентов в профессиональных вузах с учетом, что им нужно навыки иметь, чтобы выстроить бизнес-процессы, и тех предметов, которые им преподают? Спасибо. К сожалению, та подготовка студентов, которая идет сегодня, она не выдерживает никакой критики. Для примера жизненного. Я являюсь собственником IT-компании. Всегда люди ко мне приходили 3, 4, 5 курс. Это было до 2007 года. Я даже помню 2007, когда мы последний раз взяли студентов, у меня 2 офиса Пермь-Москва, из Пермского политеха был последний студент. И из Бауманки мы тоже всегда брали, но из Бауманки, по-моему, в 2005. Пермский политех был последний, единственный студент в 2007 году. Почему? По одной простой причине. Закончив высшее учебное заведение инженерное, элитных вузов, ведь Бауманка всегда славилась подготовкой профессиональных инженеров. Но инженерная школа разрушена не только в России, но и во всем мире. Нету сейчас подготовки, к сожалению. И та тематика с локдаунами, с ковидом, вот эта истерия, ну, на самом деле, я считаю, это просто разрушение внешнеэкономических связей во всем мире. Там, это опять мы в политику уходим. Абсолютно уходим в другую стезю. Мы не будем опять про это говорить. Вот. И то, что студентов пересадили в онлайн, мы получим дебилов. В полном смысле этого слова. Именно дебилоидов, которые ничего не смогут создать. Вообще ничего. В полном смысле этого слова. Плюс, опять же, как я говорил, не мы управляем своей жизнью, а наши принципы. Какие принципы заложены в молодежь? Эгоцентричные. Он пуп земли. Все должно крутиться вокруг него. А как должно быть? Потому что если во главе стоит атомарная личность «я», то ты ничего не сделаешь один. А если мы, это уже сила. А если все парадигмы перейти, весь мир, это совсем уже другая тематика. Ну, здесь философствовать я тоже могу долго. Я ответил на ваш вопрос? Да, спасибо. Есть еще вопрос в зале? Да, есть. Если можно, да? News.ru, корреспондент. У меня вопрос такой к спикеру. Значит, выигрывает в конкуренции те популяции, у которых развитый элитный слой, можно так сказать, или там аристократический слой, дворянство некое. Мы понимаем, что в России существуют проблемы с политической аристократией, с политическим дворянством. Этот слой маленький, даже глядя по Москве, как бы, здесь просто в интеллектуальном плане тут достаточно скучно, нечего делать. Массы, они во всех странах, что в США, что в Германии, что в Англии, они примитивизированы. Но элитный слой в Европе и в Штатах все-таки больше в процентном отношении, чем в России. И если более-менее понятно, что не умеет российская политическая аристократия, то у меня вопрос к вам такой. Чего не умеет российская цифровая аристократия, нарождающаяся? Некие такие аристократы в первом поколении, которые их можно, в общем, выключить, выдернув шнур из розетки. Аристократов в первом поколении не бывает. Приходится вот так, как Мюнхгаузен, тащить себя самих из болота за волосы, да? То есть становиться аристократами, потому что если у вас вот нет этого цифрового дворянства, вы будете на задворках, как бы. Вот эти гардемарины, которые бегают, там, их обманули, да, они помогают Бестужеву, там, им кажется, что Бестужев более русский.
Они там вредят Листоку, помогают Бестужеву, но сами не понимают ничего вообще в политике. Вот у нас этих гартемаринов достаточно много, они там в спецслужбах на нижних этажах, на слепых уровнях. Это вопрос? Да, вопрос Или такой, доклад? чего не понимает российская нарождающаяся цифровая аристократия, по-вашему? А ответ очевиден. И он, если заглянете в интернет и набьете, что же такое цифровая экономика, вам вывалится, что такое цифровая трансформация, что такое цифровая платформа, вам вывалится огромное количество терминов и определений. И здесь начинается бардак, потому что нет единого понятийного аппарата. Когда правительство во главе больших чиновников, и самый главный у нас по цифре в России, это товарищ Чернышенко. Внимание, вопрос. В 2021 году я готовил одну из научных статей, и я посмотрел термины и определения нашего первого, самого главного цифровизатора. Он переобулся за 1 год, за 2020 год, с момента, когда его назначили, и до все выступления, которые я посмотрел, 4-жды. Причем 2 определения противоречили друг другу. О чем можно говорить? А то толпа консалтеров, которые считают, что они цифровизаторы, я их обычно называю инфо-цыганами. О, прозвучал страшный термин, инфо-цыгане. Ну, а почему Все равно знают, инфо-цыганами? как я их не люблю. Потому что они вводят людей, опять по-армейски знаю, как сказать, можно скажу по-армейски, в блудняк, да? В полном смысле этого слова. Они только хаос в голове у людей порождают. Потому что я всегда начинаю, и любой ученый, любой человек, который связан с образованием, он всегда должен четко дать понятия, определения, термины. И тоже в том числе как управленец, чтобы мы все говорили, как на одном языке, термины и определения, что это такое. Это камертон, под который настраивается вся система у нас по сей день. Формулировка Ростелекома одна, Минцифры другая, в Ростехе третья. А если мы почитаем стратегии по цифровой трансформации таких компаний, как «Газпромнефть», Россети, госкорпорации, без слез же не взглянешь. Когда ты читаешь и говоришь, какой дебил это писал. То есть по-солдатски всех выстроить, и тогда порядок будет, да? Конечно. Четкость и определенность во всем. Я понял. Именно, чтобы не было многозначной трактовки. Однозначная трактовка должна быть. И тогда будет действительно порядок. А все, с чего начинается? Опять же, статья 10 Конституции нашей Российской Федерации, статья 13 Конституции нашей Российской Федерации. Корень зла там. Что? Аристократия зарождается. Это при меритократии, к вашему сведению. А то, что сейчас патриоты, это патриоты по неволе. У нас в государстве сидят, то, что им свалить некуда. Они в списке Магнитского сидят. Поэтому они вынуждены здесь сидеть и что-то делать. Ну, как-то плохо получается. Как я уже сказал, определение. То, что управленец получает тот результат, под который заточена система. Государство, организации. Вот и все. Вот он результат нашего управления. Выйдем на улицу, замкат, выехали и увидели. Добрый день. Дионис Попов меня зовут, импортер. Ну, раз заговорили про Сталина, надо и про Родину. Смотрите, вы говорите, что у нас нет бизнеса маленького. Он есть, но его недостаточно. Так значит, нет идеологии. А как продвинуть идеологию маленького бизнеса? Так вот, я для этого создал общероссийское движение предпринимателей, которое в этом году вступит, я уверен, более 2 миллионов человек. Вот мы и формируем идеологию малого бизнеса, идеологию реформ, которые нужны для того, чтобы любой человек, который хочет много работать, мог много зарабатывать.
чтобы у него не отнимали все, что он заработал. Да на самом деле у нас неплохая налоговая система. Она гораздо лучше, чем европейская. Просто недостаточно его продвигают. И вся проблема, когда мы говорим про Сталина, вот тогда была идеология. Чего сейчас нету? Народ не знает, куда стремиться. Народ не знает, как дойти до этого. Так вот, надо как-то объяснить, как можно пользоваться этими механизмами. Я готов ответить. Пожалуйста. Как я уже сказал чуть ранее, вот, то, что вы говорите именно про статью 13 Конституции Российской Федерации, где у нас запрещена идеология. У нас должен присутствовать плюрализм мнений. Вот он корень зла. Это только может быть это только относится к колониальным государствам, когда нет своей собственной идеологии. Мы с вами говорим об одном языке, на одном языке. Плюс то, что вы говорите по поводу налогообложения. Да, действительно, если взять в абсолютных цифрах, действительно у нас может быть где-то получше. Но мне все-таки импонирует транзакционное налогообложение, когда все в равных условиях. Когда эта толпа бездельников, там порядка 250 тысяч налоговой инспекции, плюс, потому что я их считаю УПГ, в полном смысле этого слова, в том виде, в котором они сейчас работают. Это классическое УПГ в связке со Следственным комитетом, в связке с АБЭПом. Почему? Потому что я туда как на работу хожу. Постоянно. Мне постоянно пытаются что-то инкриминировать. То 199-ю статью, то 59-ю статью, то еще что-нибудь туда прикрутить. Да, я побеждаю их. Но я не занимаюсь делом. Я трачу очень много времени на черти знает что. И поэтому модель транзакционного налогообложения, внедрив ее, это даст мощнейший скачок малого среднего бизнеса. Даже если оставить статью 13 Конституции в том виде, как она есть, но сделав транзакционное налогообложение, мир поменяется. Действительно, экономика взлетит. Но кто консультирует нашу налоговую инспекцию? Главный консультант, вы в курсе? Если мне память не изменяет, то это КПМГ. Не наши российские ученые, а КПМГ. Может, там корень зла? Опять же. Юрий Иванович, вы со свойственной вам гениальностью затронули очень важные вопросы. Насчет налогообложения. Мало кто догадывается о том и не знает, что в Америке предприниматели платят налогов в 3 раза меньше, чем российские. Это легко посмотреть, если взять ВВП и долю налогов в ВВП. Это сразу видно. А нам нужно ориентироваться на те страны, которым нужно развиваться. Мы на 117-м месте по темпам роста ВВП в мире. Кстати, вот я сейчас прорабатываю свою систему налогообложения. Мне кажется, она должна быть настолько простой, чтобы было не нужно иметь вообще бухгалтеров. Однозначно, только Чтобы не нужна была налоговая, это условно 5% с оборота. Ну, любого платежа 5%. И все. И туда включая и пенсионные, и социальные, и так далее, и так далее. И в наше время я удивлен существованием пенсионного фонда. Зачем эти мраморные дворцы, когда можно просто на Сбербанк возложить функции пенсионного фонда, и он будет отчислять эти деньги. Там будет сидеть 100 программистов, которые, кстати, уже есть. Не надо даже новых брать. Сбертех. Да. У них есть. Друзья, давайте поаплодируем Юрию Ивановичу. Да, мы всех ждем. Так. Так, это оно. Это оно. Да, коллеги, всем добрый вечер. Или добрый день, скорее. Я на самом деле хотел вкратце рассказать вообще в целом о трендах, которые существуют сейчас в сфере финансов, в цифровизации. О том, что там эта сфера развивается как минимум на уровне, а то и быстрее, чем в остальные сферы. И цифровизация сюда проникает просто
семимильными шагами, я думаю, знают все, просто сейчас чуть-чуть больше о самых таких ярких направлениях, где это проявляется. Я буквально пару слов, просто чтобы там контуры того обозначить, где я сейчас сталкиваюсь с этим на практике. Burger King — это в целом, я думаю, все знают, в целом для понимания масштабов это оборот примерно 60 миллиардов рублей, 20 тысяч человек мы даем рабочие места, около 800 ресторанов, и темпы роста до ковида были примерно 100 ресторанов в год, то есть каждый, то есть раз в 3 дня открывался в России наш ресторан. Пару слов о себе. Я финансист с опытом около 14 лет, закончил эконом МГУ, там сидит мой собственно, коллега по альма-матер. Начинал с консалтинга, с Deloitte, а потом перешел в сферу финансов. Это просто для понимания бэкграунда. В целом, смотрите, с точки зрения цифровизации и внедрения финансов, здесь нужно очень хорошо понимать, что просто так вот одним волевым решением внедрить цифровые инструменты в финансы не получится. Это должна быть именно стратегия, то есть компания и ее руководство должны понимать, во-первых, свою стратегию и дальше понимать, как именно цифровизацию можно встроить в эту стратегию не только, потому что так бывает, что стратегия сама по себе, цифровизация сама по себе — это вещи, которые связаны очень тесно, и цифровизация должна помогать реализовывать стратегию. То есть одно без другого не работает. Второе, чем часто сталкиваются компании, с тем, что цифровизация, есть желание внедрить некие инструменты, есть возможности финансовые, но при этом сами процессы в компании, они такие еще, условно, из 90-х годов, из 90-х, 2000-х, то есть сами процессы надо перестраивать. И очень часто, когда пытаются внедрить, например, там есть несколько уровней в компании, где-нибудь на одном из уровней, там, на третьем, на четвертом, пытаются внедрить какие-то вещи, сталкиваются с тем, что смежные уровни, они не готовы, и из-за этого, по сути, проекты проваливаются. Здесь поэтому надо быть готовым. Это ни в коем случае не должно останавливать желание и проекты по цифровизации, но надо быть готовым к тому, что цифровизация за собой повлечет необходимость внутренних изменений. И это просто данность, к которой надо быть обязательно готовыми. Дальше обязательно история с командой. Я думаю, все, кто сейчас внедряют какие-то цифровые продукты или инструменты, сталкиваются с проблемой кадров. Это и смена поколений, и то, что в целом сейчас в сфере IT, аналитики есть определенный дефицит, скажем так, кадровый голод. Здесь необходимо, как с одной стороны, и проводить обучение, с другой стороны, объяснять людям на земле, зачем это нужно. Потому что любое изменение, как, любой change management, он в лучшем случае сталкивается с инерцией, в худшем случае с противодействием. Поэтому без помощи снизу и без объяснения, зачем это нужно, очень многие хорошие проекты, которые начинаются, могут просто не реализоваться, не будут поддержаны снизу, или их время внедрения гораздо дольше, чем могло бы было быть. Ну и последнее, это технологии. Очень, опять же, здесь все понятно, инфраструктура, на ней все экономят, потому что это не фронт-офис, это бэк-офис, и очень часто, когда архитектура строится там, как вот есть моя любимая аналогия, как строился Петербург, а как Москва, вот можно сразу спроектировать и построить некую архитектуру IT, а можно как строилась Москва, постепенно, эмпирически, то есть по областям, и это на самом деле так построено 90% компаний. И когда начинаются какие-то внедрения масштабных проектов, данную архитектуру надо также менять. Это обязательно, и без этого часто, опять же, очень успешные проекты потенциально могут увязнуть и просто не быть реализованными, или, опять же, реализованными не в полном объеме. Сегодня я хотел рассмотреть 4 такие самые яркие направления, где цифровизация может иметь место, и как это влияет на финансы, на финансовую функцию. Давайте, чтобы не раз... Здесь очень просто, что в целом
Сейчас понимание, что цифровизация это важно, есть практически у всех руководителей. Дальше вопрос отрасли. Насколько отрасль уже поняла или пока еще только понимает остроту вопроса. То, что на горизонте 3-5 лет это поймут все, ну, в целом для меня вопрос не стоит. Поэтому здесь актуальность этой проблемы, она очень высокая. Так, дальше у нас роботизация. На самом деле это такой самая большая область с точки зрения и количества, и качества проектов, которые могут быть. В целом идея в том, что любая рутинная операция может быть заменена алгоритмом. И это затрагивает, ну, в финансах это безусловно имеет место, но это на самом деле имеет место и гораздо больше. Ну, сейчас просто я рассказываю чуть больше про финансы, но это может быть в любом отделе, в любом департаменте, в любой функции. В целом, любой там рабочий день сотрудника — это набор каких-то процессов, которые, как правило, поддаются алгоритмизации. Соответственно, все, что и поддается, может быть автоматизировано и роботизировано. Чем отличаются роботы? То есть, что такое робот? Там, робот с точки зрения вот, автоматизации, это, то есть, собственно, рабочее место робота, оно может быть точно такое же, как и у сотрудника, условно, монитор, блок питания, у робота есть своя почта, только, собственно, без человека. То есть робот, он по определенным алгоритмам выполняет ряд функций, включая, он может, то есть, скажем так, вообще, почему роботы сейчас вот настолько стремительно входят в жизнь компании, потому что очень большой объем работы сотрудников организации, они действительно рутинные. И робот может получать, отправлять почту, робот может входить в программы, робот может оценивать те или иные показатели, много это или мало, если ему задать определенную ряд критерий. Он может сверять данные, он может проверять ошибки, он может сводить и рассылать отчеты, он может давать рекомендации, опять же, если ему показать определенную систему координат. То есть мы приходим к такому в целом выводу, что очень, безусловно, сюда нельзя включать функции, где необходимо экспертное принятие решений. То есть везде, где необходимо мнение или, возможно, неоднозначная трактовка, или действительно есть... Мы сейчас не говорим про искусственный интеллект, мы говорим про некие такие бинарные вопросы, да нет. Везде, где нужен накопленный опыт и экспертность, конечно, это не работает. Но вот, например, вот в нашей компании все, что связано с бухгалтерией, со сверками, сверкой с контрагентов. То есть для понимания масштабов у нас есть контрагенты, например, по закупкам, с которыми у нас, условно, сверка в месяц примерно 200-300 тысяч операций. И приходят акты сверки на 230 тысяч. В принципе, если люди бы сверяли эти операции, это делают примерно 5-7 человек на протяжении, условно, 8-12 дней. Робот это делает примерно, не помню, кажется, 1,5 дня. То есть к тому, что в целом масштаб оптимизации, он вообще очень плохо поддается, то есть так даже очень сложно понять. Потому что он очень отличается. Роботы в целом работают на 24/7, они не спят, не работают ночью, они не ошибаются. И в принципе, конечно, это не панацея, всегда есть какие-то вещи, которые они не могут решить, но при этом всегда можно настроить, условно, какой-то алгоритм, который направит вот эти 95% робот решил, 5% робот не решил, эти 5% падают на человека. Соответственно, вот в этих 5%, конечно, нужно вовлечение. Все остальное они решают и очень успешно. И надо сказать, что с точки зрения как инвестиции, роботы — это очень такая высокоокупаемая история.
То есть, в принципе, все роботы, которые вот мы внедряли, они окупаются до года. Ну, на самом деле, большинство быстрее, потому что это такой очень сразу прямой эффект на трудозатраты в человека-часах и в качестве работы. То есть, поэтому это вот на самом деле то, куда идут все рутинные операции, не только в финансах, но и на самом деле в бэк-офисе вообще в большой мере. Также сюда можно отнести CRM-системы, системы клиентского сервиса и прочие сферы, где как минимум на первых, вторых стадиях взаимодействия с людьми есть алгоритмы, по сути скрипты. Вот. Это первая такая область. Вторая — это лоу-код решения. Это, наверное, чуть больше применимо для крупных организаций, где, ну, для на самом деле средних абсолютно тоже, где есть определенный набор систем, например, бухгалтерская система, где-то рядом база данных, рядом CRM, и нету какого-то решения, которое поможет их всех, например, есть сложности с интеграцией или разработка, вот, например, особенно кто работает с ERP, это SAP, Oracle, у нас Axapta. Доработка этих решений может быть или очень долгой, или очень дорогой, или и то, и другое. То есть, например, у нас там некоторые разработки, ну, в целом у нас бэклог на разработке в Axapta примерно на ближайшие месяцы 8-9 он расписан. Понятно, всегда можно что-то поменять, приоритеты, но в принципе вот изменение таких систем, оно связано с очень большим ресурсом. Лоу-код — это на самом деле, ну, за ним будущее. В целом, по прогнозам, где-то на горизонте, опять же, 3-5 лет большинство программ будут писаться на лоу-коде. В чем идея буквально в 2 словах? В том, что лоу-код решения — это как платформы и системы, они не требуют доработки со стороны специалистов, разработчиков, которых на рынке обычно, ну вот особенно последние года 2-3, и мы ожидаем, что так и будет, их не хватает, и изменять эти программы могут сами пользователи. Безусловно, они должны пройти обучение 2-3-месячное, но в принципе алгоритм изменения программы настолько простой, что не нужно знать там Java или какие-то специализированные языки программирования, чтобы изменять программу. Программу могут изменять сами пользователи. То есть это значит, что есть в отделе аналитики какой-нибудь старший аналитик, который понял, что вот эта программа сейчас было внесено изменение, ему не нужно писать заявку в сервис-деске на разработчика, описывать техзадания, потом разработчик что-то пишет, он его принимает, находит ошибку, пишет на доработку, что он имел в виду немножко не это. Он может просто сам залезть в код и просто его изменить. Дальше проверить, получилось ли то, что он хотел, и все. Поэтому систему лоу-код мы их уже начинаем внедрять. Недавно внедрили первую. По нашему мнению, действительно, это очень мощный инструмент, который поможет в целом, ну, решать проблемы, которые сейчас возникают на качественно другом уровне. Следующая область — это process mining, процессная аналитика. Она чуть больше про процессы. То есть, смотрите, у нас есть архитектура бизнес-процессов в компании, как ее задумывали, когда компанию строили. Как правило, в компании, в жизни, ну, наверное, где-то что-то идет по плану, но обычно нет. Обычно в компании есть эти там регламенты и процессы где-то на бумаге, где-то сформулированы в виде там документов, а в практике, в жизни люди, ну то есть так или иначе, особенно со временем, в организациях, где есть какое-то наследие, соответственно, все идет уже так, как сложилось исторически, и, соответственно, не всегда далеко эффективно. По сути, process mining — это аналитика, которая помогает выгрузить из всех информационных систем, ну, действительно, как бы если такая возможность есть, все логи пользователей и, соответственно, по крупицам воссоздать, как же процесс или процедуры делаются на самом деле. И посмотреть, вот, соответственно, потом сопоставить
ту структуру целевую, которая была когда-то создана, если вообще она есть на самом деле, потому что во многих организациях, особенно средних, ну, не тратят время на какое-то формальное описание, а в принципе действуют интуитивно по наиболее, там, по пути наименьшего сопротивления. То есть целевой может быть там просто в головах основателей, это тоже нормально до определенного масштаба бизнеса, но после определенного уже перестает это работать, потому что есть такая вещь, как болезнь быстрого роста, когда в какой-то момент в компании, которая все эти процессы работают для средней компании, просто не работают после выхода на определенный уровень. Соответственно, здесь есть возможность посмотреть на реальные процессы, как они идут, исходя из действий пользователей. И дальше скорректировать и выстроить эту новую целевую структуру. По сути, это такой аудит бизнес-процессов, только максимально объективный, действительно основанный на настоящих действиях. Часто это пытаются сделать с помощью интервью, то есть, например, сажают бухгалтера, сажают финконтролера или кадровика и спрашивают у него, как он делает ту или иную процедуру. И это обычно, в целом общее представление можно получить, но, как правило, это очень трудозатратный и очень необъективный показатель, потому что это может быть и, с одной стороны, просто необъективно, потому что человек, которого вы детально расспрашиваете про свой функционал, начинает говорить то, что он не делает, он опасается за свое рабочее место. А с другой стороны, он не видит то, что делают кругом люди, и поэтому, то есть какие-то вещи просто делает на автомате, даже о них забудет. Соответственно, что-то говорит, что наоборот не делает. В общем, это вещь, которая может просто потом быть необъективной, и поэтому процесс-майнинг — это очень хороший инструмент, чтобы постоянно реально мониторить, что же делается в компании, и управлять этим, поскольку пока ты это не оцифруешь, ты просто не можешь этим управлять. И последняя продвинутая аналитика это инструмент, который действительно важен с той точки зрения, когда в компании появляется много данных. Например, на нашем примере Burger King у нас есть в целом основные 5 каналов продаж. Это кассы, это киоски самообслуживания, это доставка, это мобильное приложение и, соответственно, сайт. И сейчас, к концу прошлого года, 2021, 78% всех наших продаж шли через цифровые каналы. То есть это киоски, доставка, мобильное приложение, сайт. И только 22% делаются через кассу. То есть в целом объем информации, который уже оцифрован, и мы знаем этих пользователей, мы понимаем их, что они делают, можем выстроить в целом кривые их паттернов, понимаем их предпочтения, понимаем скрытые корреляции между их действиями. Вот эта вся информация, то есть если ее умело использовать, действительно дает огромный, может дать огромный толчок в целом для понимания своего гостя, своего клиента и, соответственно, следующее в понимании того, что же ему предложить. Потому что сейчас в целом, так или иначе, в нашем сегменте мы то же самое видим в ритейле, сейчас постепенно это наступает в e-commerce. В целом конкуренция, она уходит от ценовой конкуренции в сторону, какую ценность вы можете привнести своему клиенту. Потому что в целом цены плюс-минус везде одинаковые. У ключевых игроков. Понятно, может быть какая-то дельта, но дальше вопрос, насколько вы удовлетворяете его запросу, насколько вы можете действительно быть ему полезны. И здесь как раз очень важно на анализе этих данных дать гостю или клиенту в чем он нуждается. То есть с точки зрения ассортимента, с точки зрения его предпочтений, безусловно, с точки зрения цены, это тоже, но здесь понятно, что есть и конкурентная среда, есть ограничения по маржинальности, но с другой стороны, здесь тоже вполне возможно, что клиент и готов какие-то вещи, например, покупать дополнительно или покупать в другом сегменте, но, например, он просто пока не видит для себя в этом ценности. То есть, соответственно, отдельный вопрос ему эту ценность показать, объяснить и донести. Поэтому, как один из примеров, опять же, моих любимых, мы когда анализировали с точки зрения кофе,
сами продажи кофе, они зависят там, от 5-6 ключевых факторов. Это бленд кофе, это бленд молока, это рецептура, это кофемашина, это вода. Это, потому что вода может быть мягкая, может быть жесткой. Самая жесткая вода в Сибири, самая мягкая в Питере, потому что в Питере в целом самый вкусный кофе, потому что мягкая вода. Соответственно, чтобы понять, что же драйвит больше всего вкусом кофе с точки зрения поведения потребителей и где, то есть условно, куда направлять основные инвестиции, потому что каждое из улучшений во всех этих категориях, ну там кроме рецептуры, оно сопряжено с определенными костами. Было проанализировано порядка 2 миллиардов транзакций, соответственно, выстроены корреляции, и мы там для себя уже принимали управленческое решение. То есть это действительно такой анализ на больших данных, очень многофакторный. И такие вещи, которые, то есть, если в них не вкладываться, то по сути, компания начинает принимать решения вслепую. То есть на интуиции, на предыдущем опыте. А здесь действительно решения уже, то есть, переходят в современном мире в область, где, кроме как решения, основанные на объективных данных, могут быть просто опасными для бизнеса, особенно большого масштаба. Потому что это уже масштаб, который очень сложно осознать или как-то объять вот своим одним мнением или интуицией. Вот, соответственно, это тоже область, куда активно все движется и за которой, по сути, будущее, как бы это ни звучало пафосно, но это так и есть. Последнее, что может пойти не так? В целом может пойти не так очень много. Вот, во-первых, что отсутствие понимания вообще в целом, зачем это нужно, потому что все работает, все хорошо работает, зачем что-то менять. Маржинальность компании хорошая, в общем, в целом выручка растет. И, там отдельный вопрос, что это может быть не всегда, и что конкуренты, растут гораздо быстрее, и маржинальность может быть убитой гиперинфляцией, как бы здесь, эти риски часто не рассматриваются. Дальше вопрос, то, что до конца непонятно, то есть даже если есть желание у руководства двигаться в этом направлении, она не понимает, с чего начать. Это тоже для некоторых является барьером. Отдельный еще барьер – это уровень внутри компании компетенций. В компании может таких компетенций не быть, их можно купить с рынка, их можно растить изнутри, второе дороже. И на самом деле, две модели, которые каждая из компаний выбирает для себя свой, но второй дороже, но стабильнее. И последнее, что в конце концов менеджмент, который это реализует, или то есть непосредственно люди, от которых зависит внедрение, просто недостаточно замотивированы на цифровизацию, то есть у них просто там другие KPI, и эти проекты, они там тонут или откладываются, или просто, то есть по сути, уходят куда-то в долгую. Соответственно, на каждой из вот этих проблем есть свое решение. Это и анализ best practice, и в России, но на самом деле в России тоже сейчас только это развивается, особенно надо смотреть на общемировые тренды, общемировые кейсы. Это очень хорошо помогает и всегда помогает как-то мыслить out of the box. И вообще в целом, посмотрите, что в мире уже очень многое сделано, что у нас пока даже не обсуждается. С точки зрения обучения, здесь все, надо вкладываться в людей, здесь без этого никак. С точки зрения вообще управления изменениями, конечно, это система KPI, но еще надо быть готовыми к тому, что вообще, change management, как я уже сказал, это очень непросто. Все сталкивается просто из моей практики в лучшем случае с некой инерцией, в худшем случае с отторжением, когда мы говорим про какие-то большие изменения такие масштабные. Поэтому именно change management всем, кто хочет внедрять и это реализовывать, первое, что я посоветовал, просто изучить основу change management, то есть включая сначала себе, включая завоевание расположение лидеров мнений, потом постепенную реализацию через систему мотивации и так далее. В общем, это такая отдельная наука, в которую абсолютно точно стоит также вложиться. В принципе, это все.
Спасибо. Есть вопросы к Никите Александровичу? Вот рука. Это, чувствую, Макдональдс вопрос задает. У нас картошка вкуснее. И гамбургер. Добрый день, Никитина Анастасия, компания «Русал», представляю дивизион «Даунстрим». Никита Александрович, вот у меня такой вопрос. Что вы считаете, по вашему мнению, является стопором в продвижении цифровизации процессов? Это люди, это деньги, это незнание, какой продукт цифровизации применить, или это высшее звено, как вы сказали, которые не замотивированы или мотивированы другими KPI? Да, я понял, спасибо за вопрос. Наверное, одного ответа нету. Всего понемногу, но ключевое, как мне кажется, это все-таки пока непонимание. Это непонимание того, что все движется туда, и с этим столкнется каждый, просто вопрос времени. И чем позже будут внедрены, соответственно, инструменты, тем больше прибыли компания потеряет в будущем. Потому что я понимаю, что с точки зрения «Русала», наверное, просто мы, как Burger King, мы идем в сегменте QSR, это быстрое питание, мы идем следом за крупными ритейлерами. Все, что было в крупном ритейле, Магнит, Пятерочка, Дикси, года 3 назад, мы идем следом. И у нас все те же процессы с выходом в регионы, с конкуренцией, с ассортиментными матрицами, все то же самое. Понимаю, что там, с точки зрения «Русала», наверное, процессы немножко другие, но вот у меня из предыдущего опыта, я был финансовым директором Горьевского ГОКа, это карьер по добыче свинца, цинка и золота в Красноярске. Вы знаете, я когда изучал тогда рынок и смотрел, например, как устроены карьеры, наш карьер, ключевые карьеры в отрасли и полюс золота, я поразился, насколько вообще в целом процесс добычи можно оцифровать и какие с точки зрения рентабельности цифры получить. То есть к тому, что во всех сферах, включая те, где сходу даже непонятно как, очень, то есть все туда идет, и ключевым барьером, еще раз, мне кажется, это непонимание. Это просто непонимание или пока не принятие. У меня, кстати, к «Русалу» тоже вопрос есть. Я слышал, что вы, следя за тенденциями в цифровизации, вместо производства алюминия начали производить биткоины. Это правда, нет? Да, у меня небольшой вопрос. Никита Александрович, добрый день. Меня зовут Евгений, я являюсь представителем компании Trilogy Group, одного из крупнейших дистрибьюторов. На данной выставке мы присутствуем с собаками, с роботами. У меня вопрос связан с умными кассами, самообслуживанием. Вы говорите про то, что они на себя берут большую часть работы с клиентами. Я заметил то, что за последние 2 года в разных областях происходит большая интеграция касс самообслуживания. И из последних опытов X5 Retail Group они начали производство своих касс. И стоимость этих касс на 5 раз дешевле, чем аналоги конкурентов. Вы работаете с американской компанией, Тепло называется. Есть ли у вас планы по производству собственных касс самообслуживания в ближайшие годы? Да, спасибо. На самом деле, с точки зрения железа нет, но мы активно вкладываемся в собственную разработку. Собственно, у нас все мобильное приложение написано на нашем бэкэнде. И что такое, самое ключевое в киосках самообслуживания – это рекомендательная система. Это когда вы подходите к кассе, нажимаете на бургер, и дальше алгоритм машинного обучения решает, что вам показать следующим. Пирожок, колу, кофе или наггетсы. И какие из них. То есть все деньги делаются в софте. Какая там касса, чуть более тонкая, чуть более толстая, в смысле железо, конечно, дизайн имеет, но это все есть некий стандарт, после которого инкрементальная ценность всего остального, она очень маленькая. А инкрементальная ценность качественной рекомендательной системы может давать, условно,
Если ее нету, если она есть, там, ну, в нашем, на больших объемах, там, до 2%, до 2% маржинальности, что на большом объеме просто, ну, там, сходу, ну, это большие деньги. И мы видим, что деньги там не в железе, а в софте. А вот такое небольшое уточнение. Я видел новость про то, что в Европе Burger King уже начал внедрять кассы с определением лица. Face recognition. Да, мы изучаем эту тему, пока не внедряем, но мы ее очень плотно изучаем. Это только как сказать, это только одна из... Это очень хорошая история с точки зрения того, что все e-commerce, у них есть привилегия, они знают своих клиентов после авторизации. В QSR большое количество клиентов просто неизвестно. То есть они приходят, уходят без авторизации. Соответственно, Face Recognition, по сути, это такая авторизация, когда ты подходишь, уже знаю, там, ты уже алгоритм и база данных знаешь, что ты любишь по утрам кофе и пирожок, или там твой любимый бургер, и, соответственно, она может тебе сразу это предложить. Это экономит время, уменьшает очереди, это повышает лояльность. Очень много плюсов, но система сложная, поэтому мы пока в процессе изучения. Я понял, спасибо. Есть еще вопросы? Я, кстати, хотел задать вопрос. В Америке 100% фастфуда американский. Макдональдс, Бургер Кинг, Вендис там и так далее. В России практически 100% фастфуда импортный. Макдональдс опять и так далее. Только, может быть, вот Додо Пицца и Теремок как-то противостоят. Почему так получилось? Ну, на самом деле, здесь я думаю, что просто вопрос в том, что это развивающийся рынок, и на него, по сути, первым пришли Макдональдс, потом все вот эти монстры. И здесь же бизнес во многом завязан на, ну, кроме силы бренда, точных технологий и всего остального, и R&D, разработок, конечно, есть просто фактор чисто локаций, когда, ну, то есть все ключевые, ну, это то, с чем мы сейчас сталкиваемся с Макдональдсом. Мы вышли, по сути, последними в 2012 году. Все топовые локации на тот момент были заняты Макдональдсом, KFC. То есть это не к тому, что там у нас плохие локации, но после, когда уже все вышли, конечно, сложно. То есть сложно уже конкурентам как-то на таком масштабе. Наверное, это первое. Второе — это инвестиции. Те инвестиции, которые могут сделать корпорации в технологии, в разработку продуктов, в supply chain, и вот в целом даже не только фронт, но и в бэк-офис, конечно, если бы была цель и было бы фондирование, я думаю, все это возможно. То есть у нас не хуже ни в целом ни мозги, ни технологии, ни предприниматели, просто вопрос фондирования и цели. Спасибо. Спасибо, давайте поаплодируем Никите Александровичу. Следующий спикер Антон Анатольевич Есин, сооснователь группы компаний Инкарнет. И, кстати, я пока сидел, я же парень не ленивый, я зашел, прогуглил. Интересная тема. Вот такая штука, которая ставится в машину на 4 симки. И вот с чем я в области постоянно сталкиваюсь, везде какие-то дыры. Вот я еду со своим телефоном, то берет, то не берет. А 4 симки дают, в общем-то, гарантию того, что вы будете все время, значит, в интернете. Мне, кстати, на мой автобус мой делает, вот я не знаю, чью поставили уже такую штуку, сейчас они ее там строят, а на свою следующую машину я с удовольствием, она уже пришла, поставил бы ваши системы разработку. Я думаю, что наши. Добрый день, меня зовут Антон Есин. Немножко расскажу про цифровизацию, про нашу роль в цифровизации и что такое цифровизация, в том числе для небольшой компании. Потому что здесь выступали, конечно, и академия, и большие компании. Может быть, наш опыт тоже будет интересен. Расскажу про нас. Мы группа математиков, которая в тот момент, это было около 15 лет назад. Кстати, доверяйте трендам, я согласен с первым докладчиком. 15 лет назад мне говорили, что еще мой тогдашний руководитель, маркетолог, футуролог, говорил, что Wi-Fi будет трендом на ближайшие 20 лет. Я в тот момент еще был инженером. Для меня Wi-Fi был понятен, я думал, в принципе, понятная технология, как она может дальше развиваться. И не думал, что через 15 лет
компания, которую мы шуточно назвали «Мир Wi-Fi», достигнет оборота в миллиард со стартапа. Так вот, немножко про нас, про то, что мы хотели сделать, что мы хотели получить и как мы боремся с цифровизацией. Как уже было сказано, да, то есть я сразу перехожу к тому, что мы делаем. Наша задача была в тот момент решить самую сложную задачу в области связи. Мы, правда, не хотели быть акулами рынка. Просто было интересно разработать устройство, которое дает стабильную связь интернета в любом месте. В тот момент эту задачу не решал никто, ни в Америке, ни в Европе. И мы рискнули, соответственно, разработали устройство и начали прежде всего его предлагать в автомобиле, как правильно было сказано нашим уважаемым модераторам, для богатых клиентов, в Авилон, Панавто, в этот рынок. Вот. Но потом, в силу того, что, как я говорил, доверяйте трендам, цифровизация нас сама нашла, рынок. Мы в силу того, что стояли по рынку, как оказалось, эта технология неожиданно нужна быть всем, просто потому что цифровизация требует прежде всего очень быстрого интернета, больших каналов. И более того, я помню, когда только начиналось 4G, ко мне подходили люди и говорили: окей, начинается 4G, 4G покроет всю страну, будут колоссальные каналы, вы уйдете с рынка. То же самое мне сейчас говорят, когда 5G сети появляются. Цифровизация, она идет, и она требует все больших и больших мощностей, а значит, все больше и больше каналов нужны. Более того, я немножко поговорю про сотовых операторов. Это интересная тема, которую меня просили затронуть здесь. Ни один из сотовых операторов никогда не дает стопроцентного покрытия, поэтому мы всегда будем нужны здесь. Так вот, по поводу того, где мы работаем, и того, где нужна модернизация цифровизация на транспорте. Ну, это прежде всего любой транспорт, речной транспорт, автомобильный транспорт. И расскажу, где мы сейчас и как мы к этому пришли. Если вы идете по пути цифровизации и вы стоите по тренду, то, опять же, бизнес сам вас найдет. В данный момент, я думаю, что мы являемся одним из крупнейших в мире производителей устройств для каналов связи. И из маленького стартапа с 3 людьми, который просто пытался сделать что-то интересное, у нас были колоссальные амбиции, именно научные. Вот. Мы переросли в компанию, которая сейчас фактически является большим оператором связи. Весь транспорт города Москвы, 99% всего РЖДшного транспорта, то есть всех поездов, катаются на нашем оборудовании. Вот все премиальные дилеры, как раз все топовые ателье, которые переделывают автобусы, мобильные офисы. Кстати, мне уже написали, что вашу как раз систему ставят. Это хорошо, да. В этом плане, да, то есть как бы, ну, есть у нас, конечно, сейчас уже конкуренты, есть мировые конкуренты, и на самом деле в какой-то момент мы немножко запоздали с выходом на международный рынок. Но, откровенно говоря, российский рынок сам по себе, он был достаточно объемен, и, в общем-то, нам было тяжело перейти на ту ступень. По поводу того, как цифровизация проходит в бизнес и в госку. Часто думают на самом деле, что там, для того, чтобы работать на больших госконтрактах, нужны какие-то сверхсвязи, нужны не знаю, там, олигархические акционеры. Это странно, но Мосгортранс нам позвонил сам. То есть вот был ко мне звонок просто на сайт, позвонили люди из Мосгортранса и говорят: мы сейчас думаем, как решить задачу, чтобы у нас на автобусе был стабильный канал интернета. Нас пригласили в рабочую группу, так мы оказались в проекте. Я также помню по поводу того, что очень тяжело внедряется модернизация. К нам поступил в свое время звонок откуда из Урала. Мы в тот момент были небольшие, работали только по Москве. И человек очень ломанно начинал говорить, что у него есть поезд, есть антенна, он не понимает, что делать,
был набор слов, из которых было ничего не понятно, да, то есть как бы это, как оказалось, потом звонил главный инженер Уральских локомотивов. Сейчас это один из наших больших клиентов. Все ласточки катаются с нашим оборудованием, причем мы уже ставим их на заводе. Но именно вот людям, да, там, которые понимают про рельсы, про телеги, про сиденья, цифровизация, конечно, дается сложно, и откликнуться на их просьбы о том, что как раз нужна именно цифровизация, зачастую именно тем людям, которые занимаются цифровизацией, очень тяжело. Перевести с языка обычных людей на цифровой тоже бывает сложно. Вот. Соответственно, сейчас в данный момент, да, то есть как бы мы производим это оборудование, но вторым шагом, к которому мы пришли, помимо того, что это очень сложная задача сделать надежный канал на транспорте, мы пришли к тому, что кто-то должен это обслуживать, потому что зачастую операторы связи, естественно, мы все полагаемся на операторов связи, это МТС, Билайн, Мегафон, не совсем корректно себя ведут, далеко не всегда тарифы, которые они предлагают нашим клиентам, они соответствуют тому, что клиенты ожидают. Вот. И в частности, да, то есть как бы, ну это, да, это, прошу прощения, то, где мы сейчас, да, то есть на российском рынке я про это рассказывал. Так вот, по поводу, быстро расскажу, цифровизация для нас, потому что мне сказали, нужно быть кратким. Мы сами, как компания, приходим к цифровизации себя самих. Как я рассказывал, да, то есть наши устройства, они дают интернет через сим-карты. Но зачастую операторы связи не могут гарантировать даже того качества тарифов, которые есть. И как следствие нам нужно было создавать целый штат сотрудников, которые сидят и постоянно мониторят устройства, чтобы сим-карты не отваливались, чтобы у них не кончались лимиты. Более того, на самом деле сим-карты бывают разные, и они представляются не только операторами, но какими-то посредниками. Более того, если вы покупаете сим-карту в разных отделах Мегафона, качество сервисов на них разное, приоритеты на них разные. И каждый раз, сталкиваясь с этим, мы поняли, что нам нужно цифровизировать в том числе себя. Мы создали систему, которая, прошу прощения, которая позволяет постоянно в реальном времени мониторить сим-карты и, во-первых, давать рекомендации нашим клиентам. Вот я так понимаю, что в автомобиле нашего уважаемого модератора либо его сим-карта, либо наша сим-карта стоит, но это неизвестно. Если его сим-карта, то система может давать рекомендации нашим клиентам по поводу того, что оператор вас обманывает. На ваших сим-картах на самом деле тариф не такой, как вам сказали. Поговорить с оператором. Также наша система может предсказывать отключение сим-карт, предсказывать выбор трафика, потому что многие клиенты используют определенные пулы трафика. Это нам позволило, во-первых, колоссально сократить количество людей в наших колл-центрах на службе техподдержки. Также мы смогли организовать полноценную продажу хороших пакетов с хорошими проверенными картами нашим клиентам. И, очевидно, увеличение удовлетворенности наших клиентов. Чем меньше наше устройство, чем меньше наши клиенты нам звонят с какими-то проблемами, тем больше у нас, соответственно, продаж. И эта система позволит нам повысить продажи где-то примерно на 15%. Цифровизируйте себя, даже если вы цифровизатор. В данный момент мы пытаемся выйти в том числе на международный рынок, который на самом деле вообще не развит. Если мы смотрим как раз на тренды, то с точки зрения транспорта Россия, наверное, входит в топ-3 страны.
Даже Siemens в данный момент, кстати, поезда Siemens, которые сейчас приходят в Россию, они уже идут с предустановленным нашим оборудованием. Но в Германии, если, например, едете в быстрых поездах, там нету ни интернета, ничего. То есть то же самое касательно автобусов. Рынок растет, и в этом плане, кстати, вот Россия одна из, наверное, передовых стран по цифровизации всего транспорта, который мы есть. Ну, а Москва, наверное, там, входит там, за Сингапуром, они всегда сражаются, кто лучше. Вот, поэтому, наверное, все по поводу нашего доклада. Вот, да. Спасибо. Дорогие, уважаемые спикеры, у вас нету вопросов друг к другу? Мы же обещали спор, драку, и смотрю, все как-то мыслим примерно одинаково. Конечно, мы ждали, что каждому из нас подарят по такому замечательному устройству. Я, кстати, подойду, потому что мне уже сказали, что для Бентли как раз надо вот к вам обращаться. Ждали бургеров там, не дождались почему-то. Ну что ж, друзья, тогда позволю себе подвести такую короткую черту. Наверное, каждому из спикеров дадим высказаться там, по минуточке так, финализироваться. Пожалуйста, начнем. С Никиты Хрущева. Обидно, однако, обидно. Наоборот, ну что, наоборот. Я сижу рядом, прям вот какая-то волна энергии идет. Что могу сказать? Конечно, аудитория, я думал, здесь будут все сидеть, потому что, думал, будем говорить о цифровизации, здесь будут все места заняты, но такого не оказалось. Это вопрос к организаторам. Что-то они мало денег на рекламу потратили. По идее, люди должны сидеть в проходах, да? И очередь на улице, которые не могут сюда попасть. Супер спикеры вообще, отличные доклады. Удивительно. Будем надеяться, что хотя бы это в интернете будет. Надеюсь. Вот. Но в любом случае, те вопросы, которые были мне сегодня заданы, они действительно были по существу, и это здорово. Потому что я не люблю, как говорится, читать лекции, да, вот, я люблю отвечать на вопросы. И именно совместно искать какие-то решения. Вот. Быстренько давать какие-то рецепты. Вот. И сегодня это получилось. Вот. И благодарю тех, кто задавал вопросы, потому что действительно здорово, когда чувствуется обратная связь. И я надеюсь, что я был полезным. Хоть что-то полезное сказал сегодня. Да, на самом деле, спасибо большое. Я тоже надеюсь, что это было полезно. Я на самом деле буду очень краток. Вот на примере нашей компании, нашего бизнеса, то есть вообще, уже вопрос, по сути, цифровизации, он не стоит. Мы просто понимаем, что без нее компания просто, по большому счету, не то, что не выживет, она просто проиграет в конкуренции, в конкурентной борьбе, потому что все меняется настолько быстро, что, мне кажется, мы даже сами не понимаем, насколько мы это поймем чуть позже, лет через 5-7, мы поймем, насколько масштабные сейчас происходят изменения и в технологиях, и в паттернах, потому что кто еще думал пару лет назад, что настолько сильно изменится сегмент доставки, что e-commerce начнет настолько конкурировать с офлайном, включая построение своих дарксторов, что в принципе настолько изменится ландшафт и вот масштаб всего этого вместе со скоростью развития технологий. Еще раз, мне кажется, мы живем в очень интересное время. Мы поймем это чуть позже, а пока нам просто нужно, бежать максимально быстро, как мы можем. И дальше будет уже понятно, это достаточно или нет, быстро мы или медленно, но вот насколько мы можем, нужно двигаться и вариантов думать, и роскоши просто подумать, нужно ли это или нет, мне кажется, уже у нас не осталось. Спасибо. Антон Антонович. Я хочу просто добавить, что такой совет.
сейчас идет колоссальный тренд цифровизации. И любой рубль, вложенный туда, точно вырастет в десятки, а может быть и сотни рублей. Надо этому не противиться. Многие говорят, цифровой концлагерь, который наступает. На самом деле можно много про это проговорить. Мы, к сожалению, или к счастью, знаем, может быть, чуть больше, чем остальные про это все дело. Но не надо этого бояться. Это просто наступит 100%. Цифровизация уже здесь. Надо быть либо ее частью, либо действительно, как говорили прошлые докладчики, уходить с рынка. Но все равно она вас найдет, даже если вы уйдете куда-то. Поэтому идем по тренду и зарабатывать деньги. Спасибо. Спасибо нашим спикерам. Друзья, если вы хотите стать кодеками, расслабьтесь. Ничего не делайте и автоматически станете кодеками. Если хотите, чтобы ваш бизнес развивался, рос, значит, нужно работать и думать в 2 раза больше. Смотрите за всеми современными тенденциями. Смотрите, что сейчас нужно людям. Смотрите, что происходит на Западе. Как мода на клёши к нам пришла там через 5 лет. Точно так же и то, что там сейчас в моде, оно вернет сюда. Саша Колобов, он не только Бургер Кинг и шоколадница, был в Америке, увидел, что много кофеин, а кофеин в Советском Союзе не было вообще. И вот он первый, который привез сюда кофейни. Поэтому думайте, думайте, думайте. И, конечно, при цене нефти сегодня 90, это цена, при которой мы должны купаться в золоте все. А я хочу напомнить, что вот с 2000 по 2008 год, когда просто были потрясающие темпы роста ВВП, были реформы, я был долларовым миллиардером тогда, нефть была 20, 30, 40, 50, и только в 2007 году она стала 80. Знаете, потому что иногда говорят, вот нефть дорожала, и поэтому все росло. Нет, реформы были. Страна остро нуждается в мощных экономических реформах. Поэтому вступайте в общероссийское движение предпринимателей. Сделаем Россию страной номер 1 в мире. Спасибо.